Привет, я Малинник, это таймер, и через 5 минут ты будешь знать все о дизельном топливе. Поехали! Внешний ресурс похож на обычную черную бочку, только вместо разбивания она просто лутается в инвентарь. Собственно, вот так дизель выглядит в инвентаре, а так, если его дропнуть. Как видим, ничего особенного. Максимальный размер стака 20 штук. Теперь рассмотрим источники получения дизельного топлива. Всего их 6. Начнем с самого простого. Поэтому способ номер раз – покупка дизеля в мирном городе. Итак, одна бочка дизеля стоит 300 топлива низкого качества. Если перевести на скрап, то есть сперва купить ТНК за скрап, а потом дизель, то цена одной бочки 150 за штуку. А теперь важный момент. Если ты покупаешь дизель за скрап, чтобы добыть на экскаваторе металлфрагменты, это бессмысленно. Потому что одна бочка это 1500 металлфрагментов на экскаваторе, а за 150 скрапа ты и в мирном можешь купить эти 1500 металлфрагментов. Поэтому покупай с умом. Хорошо, с мирным городом закончили, переходим к источнику номер 2. Сфера. На ней спавнится 2 дизеля и спавнится исключительно наверху. Разброс спавна небольшой, найти легко. Примерные позиции показаны на экране. Ориентир при поиске дизеля – это деревянная лестница на спуск. Окей, переходим к третьему источнику – Junkyard, или по-русски свалка. На ней спавнится до 2 дизелей, например, у тарелки и тут у вертолета. Знакомься, это Денчик со своими друзьями, и они сейчас покажут точки, на которых появляется дизель. Так вот, на свалке спавнится 2 дизеля, но бывает, что на свалке нет ни одного. Сейчас объясню, с чем это связано. Дизель на джанкьярде спавнится на месте бочек. Соответственно, если заспавнилась бочка, то дизель поверх нее не встанет. То есть физически ему иногда негде спавниться. Что это значит? Во-первых, разбивая бочки на свалке, ты даешь шанс заспавниться дизелю через какое-то время. Во-вторых, разброс мест спавна велик. Это все РТ. Потому что бочки спавнятся по всему РТ. Поэтому, если ты решил поохотиться на дизель на этом РТ, чекай каждый угол и разбивай все бочки. Спасибо Денчику и его компании, двигаемся дальше. Четвертый источник – малая нефтевышка. На ней, как и на прошлых РТ, спавнится также 2 бочки с дизелем. И этот дизель, в отличие от сферы, не просто стоит на самом верху, а хаотично гуляет по всем ярусам вышки, за исключением пирса. В основном спавнится рядом с обычными бочками на любом этаже. В общем, прочекиваем каждый ярус, если охотимся на этот ресурс. Отлично! А вот и 5-й источник – большая нефтевышка. Это Аполлон среди источников, потому что целых 4 дизеля можно слутать на этом РТ. Превосходит любой из прошлых в 2 раза. Ну, впрочем, и остальной лут тут вкуснейший. Этот РТ спавнит бочки только на верхнем ярусе. Основное место спавна дизеля здесь. И последний способ, он самый непредсказуемый. Иногда простой, а иногда сложный. Отнять у кого-нибудь этот ресурс. Итак, сфера, свалка, малая нефтянка, по 2 бочки. Большая нефтянка, 4. Сфера, на мой взгляд, топчик. Потому что дизель появляется стабильно, почти в одном месте, в отличие от свалки. И плыть, и убивать ученых здесь не надо. Пришел, увидел, победил. Теперь расскажу про время спавна. Ориентируемся на 30 минут. С таким шагом мы однозначно будем лутать минимум 1 бочку. 3 полезных факта о дизеле. Он не перерабатывается, его можно ложить в шкаф и его нельзя выучить. И еще одно наблюдение. Это значок дизеля. Это значок нефти. Мне одному кажется, что нефть должна быть бочкой, а канистра дизелем. Если ты со мной согласен, ответь, пожалуйста, в комментариях, ведь так правда будет логичней. А в целом, появление дизельного топлива – отличное решение. Во-первых, разработчики подогрели интерес к джанкьярду и к сфере, чтобы лутаться на них было посложнее. Во-вторых, битье бочек на свалке также станет популярнее. Да и вообще дизель он как один из видов валют. Хочешь, перерабатывай его на экскаваторе, хочешь, скупай за полцены и иди заправлять экскаватор. Хочешь, просто продавай его за свою цену. В общем, все в твоих руках. И главный вопрос, зачем нужно дизельное топливо? Основное его предназначение – это заправка гигантского экскаватора, гайд по которому ты можешь посмотреть после этого ролика у меня на канале. Как я и говорил, мы уложились в 5 минут.
Спасибо за внимание, комменты и пальцы. 2019 Малинник One Love.